Приветствую вас на канале Проект Огонь. Меня зовут Илья Казанцев, и вы смотрите специальный выпуск, посвященный импортозамещению и научным открытиям Советского Союза в годы Второй мировой войны. Сегодня я расскажу вам о работе советских ученых в условиях немецкого вторжения. Какие самые необычные открытия были запатентованы советскими учеными? Действительно ли СССР смог победить исключительно благодаря поставляемому по ленд-лизу оружию? Какие советские аналоги оказались гораздо успешнее западных? Как всего лишь одному советскому ученому удалось внести неоценимый вклад в победу в Сталинградской битве? И какие открытия советских ученых по-настоящему опередили свое время? Сегодня я расскажу о разработках в военной сфере, авиации, космонавтике, ядерной физике и фармацевтике. Спасибо, что поддерживаете проект «Огонь». Оставайтесь с нами. Будет интересно. 28 июня 1941 года Академия наук СССР обратилась с призывом к ученым всех стран сплотить свои силы для защиты человеческой культуры от нацистских оккупантов. В обращении говорилось: в этот час решительного боя советские ученые идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с фашистскими поджигателями войны во имя защиты своей Родины и во имя защиты свободы мировой науки и спасения культуры, служащей всему человечеству. В условиях военного положения Академии наук приходилось работать в весьма трудных условиях. Многие академические учреждения были эвакуированы из Москвы и Ленинграда в глубокий тыл. В первые 2 года войны они размещались в 16 географических пунктах СССР, что сильно осложняло коммуникацию и работу друг с другом. Особенно тяжелы были условия работы в академических учреждениях, оставшихся в осажденном Ленинграде, из-за артиллерийских обстрелов и бомбардировок. Многие сотрудники Академии, помимо научной деятельности, наравне со всеми несли круглосуточную службу в командах МПВО и выполняли оборонные работы по защите города. Знаменитая советская артиллерия была одним из тех факторов, что не позволяли немецким захватчикам прорывать оборону города. Обычно главным достижением советских военных промышленников в этой области называют бесствольную систему полевой реактивной артиллерии БМ-13, или, иначе говоря, знаменитую «Катюшу». С этим утверждением не согласны военные эксперты, которые на первое место ставят советскую гаубицу Б-4. Автором первоначального проекта гаубицы стал первопроходец отечественной зенитной артиллерии, изобретатель полуавтоматических орудийных затворов, основоположник теории стрельбы по воздушным, быстро движущимся целям Франц Францевич Лендер. Основная задача перед Лендером была в создании сверхсовременной гаубицы с потенциалом многолетней службы. Для этого одной только убойной силы для орудия было недостаточно, поэтому гаубицу Б-4 отличала не только огневая мощь, но и мобильность, поскольку она была на гусеничном ходу. Впервые 18-тонная гаубица проявила себя в советско-финской войне при обстрелах линии Маннергейма. При попадании в цель, по свидетельству очевидцев, орудие могло разрушить самые колоссальные укрепления. Из-за ее мощности противники прозвали гаубицу Б-4 не иначе, как кувалдой Сталина. Кстати, советские солдаты, в свою очередь, называли орудие карельским скульптором за причудливую мешанину, в которую она превращала доты и дзоты. Но название кувалда Сталина оказалось более звучным и запоминающимся. В самом начале Великой Отечественной войны Красная Армия не могла должным образом применить Б-4 против немецких оккупантов, поскольку приходилось постоянно отступать и перетягивать тылы. Но после перелома в Сталинградской битве гаубица снова вернулась на поле боя. Она активно участвовала в осаде городов и решающих сражениях, таких как Курская битва в 1943 году. Очень пригодилась кувалда Сталина при взятии Берлина. После окончания войны гаубица продолжила службу в Красной армии. Ее модернизировали, улучшив буксировку. А позже кувалда Сталина даже получила в свой арсенал ядерные заряды. Но в 1970-х годах ее все же сняли с вооружения. На смену Б-4 пришли более совершенные артиллерийские орудия, а гаубица, как это часто бывает с легендарным оружием, превратилась в памятник самой себе. Несколько Б-4 разместили на городских площадях и в военных музеях. Создатель первоначального проекта 203-мм гаубицы большой досягаемости Франц Францевич Лендер также был создателем 76-мм полковой пушки образца 1927 года, ставшей главным артиллерийским орудием, запущенным в массовое производство в Советском Союзе.
Знаете ли вы, что на самом деле первые образцы БМ-13, ну или «Катюша», появились не в 1943 году, как многие ошибочно предполагают. На самом деле впервые «Катюша» официально провела полевые испытания 21 июня 1941 года, за сутки до начала войны. В этот день правительственной комиссии было показано принципиально новое оружие – наземная реактивная установка. Военные были поражены таким простым, но эффективным вооружением. Батарея «Катюш» обеспечила крайне высокую плотность огня, большую площадь поражения и дальность стрельбы. Также ее грохот вызывал шок у противника, особенно первое время, когда появление советских РСЗО стало для всех полной неожиданностью. Незамедлительно было принято решение о серийном выпуске таких установок и реактивных снарядов к ним. Меньше чем через месяц, 14 июля 1941 года под Оршей произошло боевое крещение знаменитых «Катюш». Уже к ноябрю 1942 года в Красной армии насчитывалось более 1700 таких установок. Всего же за время войны было изготовлено свыше 7000 «Катюш». Одним из ведущих конструкторов БМ-13 был советский ученый Георгий Эрихович Лангемак. Он был не только пионером в ракетной технике и одним из создателей первых реактивных снарядов в СССР, но и тем, кто ввел в русский язык термин «космонавтика». К слову о космосе. Весь мир знает, что полетами на сверхскоростях и покорению звезд мы обязаны ученым Третьего Рейха. Существует миф, что именно они совершили главное открытие в области ракетостроения и преодолению сверхзвука. Но на самом деле это целиком заслуга советских ученых. Именно они смогли победить главного врага полетов на высоких скоростях – флаттер. В переводе с английского слово «flutter» означает «дрожание», «трепетание». И действительно, главным проявлением флаттера была вибрация крыльев и органов управления самолета, а позже – несущих винтов вертолетов. Это воздействие могло привести к поломке летательного аппарата и гибели пилота. Известный советский летчик-испытатель, герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай в своей книге «Через невидимые барьеры» писал: «С появлением новых скоростных самолетов в авиации едва ли не у всех передовых стран мира прокатилась волна таинственных, необъяснимых катастроф. Случайные свидетели, наблюдавшие эти катастрофы с Земли, видели во всех случаях почти одинаковую картину. Самолет летел совершенно нормально, ничто в его поведении не внушало ни малейших опасений, как вдруг внезапно какая-то неведомая сила будто взрывом разрушала машину. И вот уже падают на землю изуродованные обломки – крылья, оперение, фюзеляж». В Советском Союзе проблемой флаттера занялись в 1932 году в экспериментальном аэродинамическом отделе ЦАГИ. Одним из участников исследований был физик Александр Аркадьевич Борин. Он так объяснял физическую природу этого явления. Флаттер относится к категории автоколебаний, то есть периодическая возмущающая сила возникает в процессе самих колебаний. При флаттере таким возмущающим воздействием являются аэродинамическая сила и момент. Большой вклад в решение проблемы внес Мстислав Всеволодович Келдыш, будущий идеолог советской космической программы. Келдыш вместе с соратниками применил новый теоретический подход к решению проблемы аэродинамики. Для подавления флаттера органов управления самолета Келдыш использовал нелинейный анализ математических моделей и метод гармонического баланса. В 1940 году Мстислав Келдыш в качестве итогового документа исследований по проблеме флаттера выпустил руководство для конструкторов, в котором были представлены методы расчета на флаттер и практические рекомендации по предотвращению этого явления. Результаты работ ученых ЦАГИ позволили куда более эффективно, чем, например, в Германии или Америке, обеспечить флаттерную безопасность советских самолетов. Это дало советским пилотам ощутимое преимущество над противником в воздухе. Но что получится, если попытаться создать самолет, опираясь на полученные знания? Каким будет этот идеальный летательный аппарат? Перед вами бомбардировщик ДБ-3, созданный под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Он обладает высокими противофлаттерными свойствами и высокой дальностью полета. Обычно бомбардировщики представляют из себя тяжелые и медлительные судна, которые, как правило, становятся легкой добычей для зенитных установок. Да и скорости истребительной авиации сильно возросли, из-за чего бомбардировщики оказались крайне уязвимы для противника. Сергей Ильюшин в своем самолете сумел совместить как большую скорость, так и высокую дальность полета, что казалось невозможным в то время. Ильюшин предложил для своего самолета инновацию, а именно крыло с умеренным удлинением. Расчеты показали, что проектируемое воздушное судно будет иметь не только необходимую дальность полета, но и скорость его будет существенно выше, чем у других подобных самолетов. В результате было спроектировано крыло с большой нагрузкой и мощной механизацией, выдвижными щитками.
К числу новшеств относится и разгрузка крыла топливными баками, представляющими собой герметичные отсеки крыла, прообраз кессон-баков. Умеренное удлинение крыла позволило увеличить жесткость его конструкции и, соответственно, противофлаттерные свойства. В историю отечественной авиации новый самолет вошел под названием ДБ-3 – Дальний бомбардировщик-3. Рекордные перелеты неоднократно подтверждали отличные летно-технические характеристики и прочность самолета. В августе 1941 года группа ДБ-3Т из состава 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота нанесла удар по целям нацистской Германии, в том числе по Берлину. Двухмоторный Ил-4, сменивший ДБ-3, стал дальнейшим развитием конструкторского решения Ильюшина по созданию скоростного бомбардировщика с умеренным удлинением крыла, экономичными двигателями и высоким уровнем аэродинамического и весового совершенства. Конечно, уникальные изобретения Владимира Сергеевича Ильюшина на этом не заканчиваются, но среди всех его конструкторских решений является одновременно как самым уникальным, так и малоизвестным для широкой публики изобретение бумажного бензобака. В военные годы коллективы опытного конструкторского бюро Ильюшина вели напряженную работу по усовершенствованию характеристик боевых самолетов, снижению трудоемкости их изготовления, упрощению технологий производства самолетов и наращиванию их выпуска. Одним из таких направлений стала замена металлических бензобаков. В предвоенные годы при их изготовлении применялись алюминиевые сплавы, но их эксплуатация доставляла немало проблем. После нескольких полетов в местах сварки часто появлялись трещины, и баки начинали протекать, или, как говорили летчики, потеть. Дефектные места приходилось закрашивать краской в несколько слоев, но подобный способ ремонта был крайне ненадежным. Боевые действия показали еще одну опасность. Пули, попадавшие в бак, оставляли большие пробоины с трещинами по краям. Эти неровности не позволяли затянуться обтягивавшему бак резиновому протектору. Бензин выливался потоком в крыло или фюзеляж, и остановить протекание в воздухе не представлялось возможным. Самолет мог быстро остаться без горючего, а часто и вовсе воспламениться. Решение проблемы было найдено учеными Всесоюзного института авиационных материалов, которые предложили заменить металл фиброй, специально обработанной бумагой. Как вспоминал нарком авиационной промышленности СССР Алексей Иванович Шахурин, более 20 сортов ее проходило специальное испытание при различных температурных режимах, различной дозировке насыщения химикалиями. В результате выявили лучший сорт фибры. Ее назвали флаг-фибра листовая, авиационная, конструкционная. Такой материал раньше промышленность не производила. Испытания нового бака, сделанного из фибры, выявили высокие показатели его стойкости. При попадании пули стенка разрушалась локально, трещины не образовывались, и протектор не позволял бензину вытекать. Баки не давали течи даже с 17 пробоинами от пуль нормального калибра. Герметичность сохранялась и при вибрации, которую часто не выдерживали сварные швы металлических баков и попросту трескались. В 1943 году первые самолеты с новыми бензобаками поступили на вооружение. Создание фибровых баков сохранило в строю большое количество самолетов, а главное, спасло жизни многим летчикам. Противник же, как вспоминал Алексей Шахурин, так и не смог заменить металлические баки на более жизнестойкие. Еще одним преимуществом фибровых баков стало снижение веса самолетов Ту-2 на 55-56 килограммов, а также возможность экономить алюминий, который в те годы из-за потери производственной базы импортировался в основном по ленд-лизу. Давайте разберемся, что еще незаменимого импортировали в СССР в рамках программы ленд-лиза. СССР был принят в программу ленд-лиза 7 ноября 1941 года, что окончательно было закреплено 11 июня 1942 года соглашением о принципах, применимых к совместной борьбе в ведении войны против агрессии. Поначалу не могло быть и речи о том, чтобы ленд-лиз смог обеспечивать все нужды Советского Союза. Как минимум, этому препятствовала Великобритания, которая все еще продолжала получать поставки в огромных количествах, при этом стараясь товары первой необходимости и высокого качества забирать себе. Лишь к лету 1943 года США удается набрать обороты и обеспечить больше половины всех нужд Советского Союза, а сумма поставок по ленд-лизу начинает достигать размеров 57% от всего общего импорта. А что насчет качества поставляемого вооружения? По объективным оценкам, военная техника в большинстве своем сильно уступала как немецким, так и советским аналогам. Чуть ли не единственным исключением можно назвать истребители «Аэрокобра» и «Кинг-Кобра».
При этом самолет «Аэрокобра» из-за нерешенной проблемы с уже знакомым нам флаттером очень легко сваливался в пике, которое под управлением неопытного пилота легко могло закончиться авиакатастрофой. Но по всем другим показателям это был очень хороший истребитель, и многие советские асы, которые были в первых рядах по количеству сбитых немецких самолетов, летали как раз на этих «Аэрокобрах». Хотя стоит заметить, что ленд-лиз для Советского Союза в первую очередь был направлен на решение вопросов с ресурсами и провизией. Во многом из американских ресурсов создавалось вооружение по типу современных самолетов Ил-2 и танков Т-34. А импортная тушенка, которую советские люди иронично называли «Второй фронт», была частым гостем в рационе как на фронте, так и в тылу. Какое-то сверхсовременное оружие Соединенные Штаты в Советский Союз не отправляли, да и в целом Америка не спешила демонстрировать свои передовые разработки не только в плане оружия, но и медицине. В 1941 году в США наладили выпуск антибиотика пенициллина, который эффективно и в короткие сроки позволял излечить больных от тяжелых инфекций. Пенициллин создавался из особого штамма плесени, который американцы держали в строжайшем секрете. В условиях военного положения советские врачи начали трудиться над разработкой собственного бактерицидного штамма плесени. Власти США сочувствовали гибнущим от заражения советским солдатам, но передавать технологии производства не спешили, опасаясь распространяющегося в те времена промышленного шпионажа. Только к 1942 году советскому микробиологу и эпидемиологу профессору Зинаиде Виссарионовне Ермольевой удалось с нуля создать необходимый штамм плесени. Это позволило использовать плесень бактериофага. Микроорганизмы, полученные из созданной Ермольевой плесени, способны точечно уничтожать болезнетворные бактерии. Своевременное лечение ран бактериофагом Ермольевой предупреждало нагноительные процессы в тканях и приводило к их быстрому заживлению. Так, тысячи солдат были буквально спасены от гангрены и ампутаций. Практика показала, что применение бактериофага в первые сутки после ранения снижает число заболеваний газовой гангреной в 2-3 раза, а при ее лечении бактериофагами смертность снижалась в 2 раза. Совершенное в условиях войны и ограниченных ресурсов открытие позволило создать советский пенициллин, который оказался даже более совершенным, чем его американский аналог. Открытие Зинаиды Ермольевой во многом предрешило ход войны, но на этом подвиги профессора Ермольевой не заканчиваются. В начале 1942 года в осажденном Сталинграде началась массовая вспышка холеры в лагере немецких войск. Вскоре эпидемия перекинулась через линию фронта, и ситуация быстро начала становиться катастрофической. Для ее разрешения Зинаиду Ермольеву, как талантливого биолога, перенаправили из Москвы прямо в Сталинград. Под ее руководством была проведена большая работа. Из Сталинграда на завод в Нижний Новгород был отправлен необходимый материал, на базе которого были выращены патогенные бактерии и их бактериофаги. Вскоре лекарство было найдено. К сожалению, на обратном пути в Сталинград эшелон с полученным препаратом был разгромлен немецкой авиацией. Время было потрачено впустую. Но профессор Ермольева не сдалась. Прямо в осажденном Сталинграде она организовала тайную подземную лабораторию по производству холерного бактериофага. Рискуя собой, она вела работу по созданию лекарства. Ермольева должна была создать бактерию, которая смогла бы точечно побеждать бактерию сталинградской холеры. Невзирая на тяжелые условия, опытный бактериолог Ермольева быстро нашла лекарство. Вскоре его ежедневно стали получать около 50 тысяч человек. В конце 1942 года Зинаиде Ермольевой позвонил Иосиф Виссарионович Сталин и задал очень важный вопрос. Не опасно ли держать под Сталинградом более миллиона людей и не помешает ли планам командования эпидемия холеры? Ермольева ответила, что на своем фронте она победу одержала. Теперь очередь за Красной армией. С открытием технологий производства пенициллина советские биологи и бактериологи шагнули далеко вперед. И в целом появление и развитие научной базы в любой из дисциплин является важным подспорьем для следующих исследователей. Но как быть с теми изобретениями, которые буквально опередили свое время? Известный советский физик Лев Ландау в 1941 году предложил объяснение сверхтекучести квантовой жидкости. Дело в том, что гелий, охлажденный почти до температуры абсолютного нуля, внезапно обретал неожиданные свойства. Например, начинал течь по стенке сосуда или просачиваться сквозь колбу. Ландау предположил, что самые легко возбуждаемые течения или движения жидкости обязательно безвихревые. Вихревые возникают только если в системе появляется какая-то ненулевая энергия.
Именно на этой работе Ландау, практически 80-летней давности, по сути основана вся современная физика конденсированного состояния. Кроме того, многие идеи были использованы в физике элементарных частиц. В 1943 году советский физик Евгений Завойский обнаружил ранее неизвестное явление электронного парамагнитного резонанса. Его суть в резонансном поглощении электромагнитного излучения неспаренными электронами. Работа Завойского приблизила открытие ядерного, ферромагнитного, антиферромагнитного и акустического парамагнитного резонанса. Сложно представить, но современные лазеры, медицинские томографы, усилители космической связи – все это следствие его открытия. Кстати, праотцом Большого адронного коллайдера также можно считать советского физика Владимира Векслера. Именно он в 1944 году предложил так называемый принцип автофазировки, который теперь лежит в основе работы всех ускорителей частиц. В центре стоит длинная труба, свернутая в кольцо, на которую воздействует увеличение магнитного поля по мере роста энергии. Таким образом, частицы удерживаются на заданной орбите. Это простое, на первый взгляд, решение позволило совершить революцию в физике атомного ядра, открыть новые частицы и получить новые знания о микромире. Правда, Нобелевскую премию за это открытие дали не советскому ученому, а американцу Эдвину Макмиллану, который пришел к тому же выводу на год позже. Сложно поверить, что такой, казалось бы, устаревший антибиотик, как пенициллин, Зинаиде Ермолевой пришлось открывать самостоятельно в условиях войны. Или что Нобелевская премия обошла Владимира Векслера стороной, потому что его открытие было сделано в неудобное время боевых действий. А все современные полеты на сверхзвуковых и реактивных скоростях не существовали бы без Мстислава Келдыша и Сергея Ильюшина. Всего за период 1941-1945 годов советскими учеными и инженерами было подано более 24 тысяч заявок и выдано 7 тысяч авторских свидетельств и патентов на изобретения. В их числе были такие инновационные и малозаметные изобретения, как таран для самолетов, устройство для дистанционного включения и выключения уличных громкоговорителей, устройство для автоматического подсчета голосующих в залах заседаний и другие. Советские ученые и инженеры, невзирая на трудности, просто продолжали делать то, что умеют лучше всего. Ведь победа в войне была также обеспечена ударной работой в тылу, в том числе силой научной и изобретательской мысли. Я и команда канала проекта «Огонь» хотим выразить признательность советским инженерам и ученым за их вклад в общую победу. Поздравляем с праздником Победы всех вас, наших подписчиков. Спасибо, что поддерживаете проект «Огонь». Оставайтесь с нами, будет интересно.